Всем привет, ребят! С вами Костян, и сегодня экспериментальный видос по поводу, как мы съездили на рыбалку. Давайте без долгих вступлений сразу же и приступим. И так как отлив, прямо лодка не может сейчас прибыть, поэтому вот на этой скорлупке на одну из тех лодчонок нас сейчас забросят. В общем, рыбалка, как вы сами понимаете, у нас не особо задалась, но я первый раз в жизни поймал осьминога на удочку. Он решил съесть мою креветку, а по итогу мы его съедим на гриле. Но я не уверен, что это... Ну хотя не, погрелить можно. Нормальный, хороший осьминог. Такой, да, пойдет. Сейчас его в лед туда кинем. Ну что, вот, так сказать, наши гиды. Вот раз гид. Вот два гид. Вот они, так сказать, учат нас рыбалке, да, как правильно ловить рыбу. Видите, вот, учитесь. Ну вот, Костя тут пытается что-то. Бросаю туда, где рыбу кормят. Да, здесь разводят какой-то рыборазвод. Там рыбу вон чем-то прикармливают. И Костя, в общем, вот прям под этот понтончик бросает. В надежде на то, что на прикормочку рыбу подойдет. Ну вот пока только один осьминожек подошел. Ну, так сказать, рыбалка удалась. Спустя 2,5 часа, 2 поклевки, я поймал одного осьминога. Ну, слушай, давай так. Осьминога заметил. Поклевки были? Были. Так. Ну, улов есть. Все, рыбалка удалась, как говорят. Так что, ребят, вот такие дела. Будем держать в курсе, да. Если еще что поймаем, так сказать, прямое включение будет. Без вопросов. Ну что, Костя, пошел 3-й час или 4-й какой там рыбалки. Ваши впечатления? Ощущения изначальные были, в общем-то, да, такие мы предполагали, что вот ты где-то встаешь, здесь вот ферма рыбная, их подкармливают, поэтому здесь и тусует рыбешка, которую ты, по идее, должен ловить, да. Понятно было, что мы недалеко туда в море выйдем. Но учитывая, что за 3 часа одна поклевка И тот осьминог. Нет, одна поклевка, которую я чувствовал, это рыба была, а осьминога я вытащил, просто перезабрасывая снасть, и он зацепился. Признаться, по рыбе ощущения, ожидания были, да. Ну, иногда, так сказать, ожидания с реальностью не совсем совпадают. Поэтому, господа, вот кто думает на Вьетнаме съездить на рыбалку, ну, наверное, все-таки на острова, потому что у берега, вот у континента у самого, ну, мне кажется, вообще ловить нечего. Кость, может, ты поправишь, конечно. Ну, не то, что ловить нечего, здесь очень загажено, но и мы оставили несколько дорогущих билкеров, поэтому в следующий раз мы их не стали уже ставить, уже просто попросили у них грузики и закидывали так. В общем, ладно, короче говоря, здесь загаженное дно, здесь оставляешь исключительно снасти, и плюс ко всему они ловят здесь сетями, вон я даже сеточку вот эту поймал, оторвал, и да, нужно ехать на острова, где и почище, и, очевидно, рыбы побольше. Здесь все выгребли. Но, тем не менее, вы знаете, как бы рыбалки нет, да, но свежий морской воздух, приятная атмосфера, солнышко, ну, тем не менее, это все равно это отдых. Поэтому разочек, ну, может быть, и стоит, если с компанией, в хорошем настроении, да. Но рассчитывать на какой-то улов, на что-то такое, на трофейную рыбу, ну, точно не стоит. В данном случае я хотел просто добавить, для такого отдыха слегка дороговато просто. Ну, да, 3 миллиона или сколько они там запросили. Еще такси, там туда-сюда, короче говоря, там в районе 5 выйдет легко. Ну да.
Ну, ладно, мы пока не отчаиваемся. У нас еще, наверное, ну, полчасика есть. Так что ловим трофейную рыбу. Помашите ручкой. Да, ну и вот у нас такая вот ферма. Там что-то перемалывают. Ну, видимо, какую-то рыбеху на корм, не знаю. Костя сказал, это... Что это за рыба, Костя? Рыба-кобия. Рыба-кобия. Да, вот при нас там кормили, вода прям бурлила. Ну, такие крупненькие экземпляры, да, прям неплохие. Нам бы парочку выпустили, так сказать, но, к сожалению... Ну, вот он такой вот вьетнамский быт, суровый и беспощадный. Что поделать? Кстати, мы не показали локацию саму. Сейчас я попробую, тут очень болтает. Локация недалеко от Фонтьета, очень живописная. Это остров, на котором стоит, скалистый остров, на котором стоит маяк. Туда возят туристов, высаживают, они там гуляют, там, я так понимаю, есть какие-то тропиночки, что-то вон здание какое-то. Ну, то есть, у Кости есть какие-то экскурсии, в рамках которых вы можете туда съездить и посмотреть вот этот островок. Ну, место, правда, прикольное. Живописное. Волнушки, островок, все дела. Природа. Ну, кайф. Ну что, спустя 4 часа без туалета и с одним кальмаром вон в том ящике. Ой, да, осьминогом. Мы отправляемся обратно. Да, наловились По самые не балуй, да. Но, тем не менее, эмоции позитивные мы точно получили. А рыбалка уж дело такое. Мы не в рыбном магазине. Не клюет, так бывает. Настроение хорошее, точно. Поэтому едем обратно грилить осьминога. О, да. Ну вот у нас еще улов. Ой, Все, он слез с наживки. где это? Что это такое? А вот. Блин, бултыхает вообще. Это нечто непонятное вообще. Ой, кошмар, ну воды. Он куда-то ползет. Костя говорит, это червяк мокрица или что это вообще? Я, честно говоря, так не разберу. Но ползет бодро. В общем, вот наш улов. Один осьминог. И Ладно, осьминога мы съедим, эту я не знаю. вот эту есть мы не будем, хотя вьетнамцы, мне кажется, вполне могут. Но мы, пожалуй, пас. В общем, оно куда-то вот поползло. Такая вот штука. Ну и вот в такой лодчонке на весле одном, так сказать, Ну, он шустро управляется. мы да. плывем. С микрокораблика на микроскорлупке доплываем до берега. Аутентичненько. Вы знаете, по итогу, как мы съездили. Во-первых, у меня прежде всего, так как я сейчас уже достаточно долго занимаюсь тем, что предоставляю некоторые услуги туристам, и у нас с Романом есть экскурсии, вот эта поездка на рыбалку у меня была исключительно, можно сказать, деловая. С точки зрения того, что я съездил на разведку, посмотрел, как это происходит, потому что не испробовал что-то на собственной шкуре, как я после этого могу советовать что-то приезжающим туристам, потому что у меня есть запросы на рыбалку. Люди спрашивают, как и что. Ребят, это ужасно и совершенно недопустимо за такое брать деньги. Понимаете? Потому что те, кто нас привез, им наплевать на то, что и как проведет время человек. Они привезли,
Мы тут же оставили 2 дорогущих снасти на дне. Слава богу, удочки хотя бы на месте, но там у нас и блесны, все было, короче говоря. Потому что дно загажено до такой степени, что каждый заброс, считай, минус снасть. Ну это ужас. Рыбалка превращается просто в перематывание, в перевязывание крючков, снастей и всего прочего. Так что это совершенно недопустимо. Во-вторых, это просто очень дорого. За каким хреном вы привезли нас, где мы оставляем собственные снасти? Ни черта, ни одной поклевочки. Ладно, одна поклевка и 1 осьминог попался, но это смешно за 4 часа. И вы знаете, я полностью разочарован. Вот свежайшее послевкусие я вам сейчас говорю. Как я могу туристу такое посоветовать? К сожалению, пока что вот у меня не получается найти нормальной какой-либо рыбалки на континенте. На острове есть у нас вроде бы как один еще такой вариантик. Обязательно тоже сначала я туда съезжу, все проверю. И вот если там что-то будет хорошее, вот тогда уже мы, значит, организуем конкретную полноценную экскурсию на вот именно рыбалку. Там обещают deep sea fishing, то есть далеко в море мы выходим. Ну, короче говоря, опережать события не буду. А пока что вот получился такой исключительно негативный, на мой взгляд, эксперимент. Вот Евгений сейчас меня снимает, и он говорит: ну, Костян, мне наплевать, а будь я на месте туриста, и ты бы мне такой тур продал, я бы тебя задушил. И я полностью с ним согласен. Евгений, пара слов, может, найдется. Да ну что сказать, ну рыбалкой это, конечно, не назовешь. Если хочешь каких-то впечатлений, подышать морским бризом, поплавать на волнах, то, ну, наверное, да. Но если ты хочешь все-таки настоящую хорошую рыбалку, то сюда ехать не стоит однозначно. Это мое мнение. Да, получается примерно так. К сожалению, пока что действительно качественной рыбалки. Хорошо, пускай результат вам никто не гарантирует. Но когда ты занимаешься только лишь тем, что перевязываешь снасти, это как-то не очень. Ну а с вами был Константин И Евгений. Всем пока! Вот такая она, суровая и тяжелая жизнь простых вьетнамцев. Солдат спит, а служба идет, как говорится. 5 миллионов донгов сами себя не заработают. Поэтому вот они, профессиональные рыбаки, на ваших экранах.